Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами на новом канале Na'Vi Wild Rift, и сегодня я возьму интервью у человека, который теперь занимает сразу две позиции в нашем новом составе по Wild Rift. Это тренер и менеджер команды Влад Кайндегот. Влад, привет! Как твои дела вообще? Привет, все нормально, все хорошо. Все даже хорошо, это круто. Хотела тебя спросить, расскажи нам, пожалуйста, в целом, я искала в Гугле о тебе информацию, ее сейчас не так много, и я думаю, мы сейчас будем это исправлять. Я знаю, что раньше ты играл в PUBG Mobile, и сейчас ты тренер по Wild Rift. Это перемены довольно резкие, и вот расскажи, как это вообще произошло, такая смена? Получилось следующим образом. На самом деле, я бы, наверное, скорее всего, продолжал бы играть в PUBG мобильный, как профессиональный игрок, если бы я не узнал о том, что выходит Wild Rift, потому что у нас очень большие были перспективы, и, в принципе, я бы тоже мог оказаться в Na'Vi, в сегодняшнем составе, где Улбой играет, Матик, Кица, это Адер, и остальные ребята. В принципе, я бы мог, но поскольку PUBG мобильный, это на тот момент не совсем было понятно, как будет развиваться все с мобильным PUBG, насколько Tencent захочет много денег выделить на следующие года, последующие года турниров. Это первое. Во-вторых, эта игра не полностью, на 50% она зависит от рандома, то есть от зоны, которая падает абсолютно рандомно, и насколько бы ты там не был хорош, если другие команды тоже сильные, естественно, выиграет та команда, которая находится в центре зоны и которая везет. Поэтому я с рандомом по жизни не очень хорошо дружу. Мне в этом плане вообще все очень плохо. И когда мы играли всегда в PUBG, мы всегда были не в зоне. Мы заходили в зону от края и так далее. То есть у нас там на 20 игр один раз повезет. Поэтому, когда я узнал, что выходит Wild Rift, естественно, я перешел в Wild Rift. Почему я перешел в Wild Rift? Потому что у меня 7 лет опыта на ПК Лоле. В ПК Лоле игры, именно просто игры, то есть я в ранке играл в соло-ку, достигал каких-то достижений просто для себя любительских и смотрел компетитив-сцену. Там все 10 лет Лола я смотрю компетитив-сцену, то, что происходит на чемпионатах мира, что просто происходит на европейских турнирах. Единственное, там СНГ турнир не смотрю, потому что ПК Лол там полностью мертв в СНГ. И почему ты тогда выбрал играть в Wild Rift именно на телефоне, а не в LoL? Не в ПКшных? Почему? Да. Именно по той причине, потому что мобильный киберспорт только зарождается вот сейчас. Естественно, у игроков, которые переходят с ПК-версии на мобильную версию, у них огромное преимущество по сравнению с другими игроками, которые заходят. То есть конкуренции практически нету. Естественно, у игроков, которые зайдут с ПК-версии Лола, естественно, эти игроки будут топовыми игроками в самом начале. Соответственно, именно по этой причине я перешел. Вообще, в принципе, в мобильный киберспорт, потому что в ПК киберспорте огромнейшая конкуренция на сегодняшний день. В общем, нету смысла туда заходить, когда есть возможность заходить в мобильный киберспорт. Да, и вот ты сейчас говоришь, что мобильный киберспорт он только зарождается, и ты думаешь, у него будет прям будущее, то есть это не будет такой, как временным течением, ты думаешь, что это прям будущее киберспорта у нас, мобильные игры? Естественно, это очевидно. PUBG мобильный уже показал, это топ-1 игра во всем мире. Есть еще такая моба, как Arena of Valor. Это тоже от Tencent, это разработчик мобильного PUBG, большого PUBG, Tencent Games, это разработчик Arena of Valor, и Riot Games принадлежат Tencent. Основной пакет акций принадлежит Tencent. Соответственно, Tencent показали, что у них две самые популярные игры в мире на сегодняшний день. Популярнее игры, чем мобильная игра на телефоне, не существует в мире. Самая популярная игра в мире — это Arena of Valor. Сейчас, на данный момент. Это моба. Ты не пробовал в нее играть? Да, я играл, но мне не очень нравится.
Да, Wild Rift ближе. А Конечно. еще ты, кстати, упоминал, что вот LoL, он как бы на Западе более популярный, чем в СНГ, и то, что у нас сейчас происходит с LoL, он как бы, ну, не особо интересно смотреть. Вот. Как ты думаешь, вот Wild Rift у нас будет популяризироваться больше в СНГ странах? Да, естественно, потому что Riot уже сами сказали, в соцсетях высказались по поводу СНГ региона, то, что они ставили, в общем, определенный план на СНГ регион, и этот план в 10 раз был перевыполнен. То есть по скачиваниям игры, по интересу и вовлечению игроков в СНГ регионе и так далее. Ну, звучит, будто действительно у Wild Rift есть перспективы. Будем за этим наблюдать. А вот скажи, есть какие-то минусы или моменты, которые ты бы хотел вот на месте разработчиков, ты бы привнес что-то в эту игру? Что-то изменил? Да, конечно, хотел бы, и все этого хотят, но на данный момент, на самом деле, я там просто у себя на стримах даже часто жаловался на то, почему этого нету, а потом я вот задал себе этот вопрос, и ответ был следующим, потому что сейчас идет бета-тест игры. То есть это как бы нормальные вещи, то, что этого еще нет. Ну что мы хотим внести, все хотят? Во-первых, изменить матчмейкинг, подбор матчмейкинга. Очевидно, что он сейчас работает очень плохо. Можно сказать, что он вообще никак не работает в Wild Rift. Самая крутая фишка, которая есть в ПК Лоли, которую еще не перенесли, это то, что ты, когда встаешь в очередь в Ranked Games, в соло-ку, там, в дуоку или в триоку, без разницы, то ты выбираешь две роли для себя, на которых ты хочешь играть, и на 100% ты на этих ролях будешь играть. То есть этого еще не внесли, но это планируют внести. Я думаю, к релизу игры это уже будет. Вот это вот две основные вещи. Ну и третья, очень-очень важная вещь, которую все хотят, и я на ней сделаю акцент, это то, чтобы Riot дали любому игроку возможность играть на том сервере, на котором он хочет сам играть. Потому что сейчас идет кросс-платформа в Wild Rift аналогично Valorant'у. То есть, если ты находишься в СНГ, то тебя кидает именно на СНГ игроков. То есть, игроки, которые поблизости с тобой находятся, вы будете играть и с ними. Соответственно, это многих СНГ игроков не устраивает, потому что уровень игры в СНГ, он кардинально отличается от уровня игры в Европе. Соответственно, игроки, которые сильные, они хотят играть на Европе. А пинг отличается там в 30-40 ms. То есть на Европе играть с 60 ms абсолютно адекватно и нормально, никаких проблем нету. Это то, что должны внести Riot обязательно. Ты вот как раз начал говорить про Европу, и мы так плавно подошли к следующему вопросу про нашу команду. Расскажи, почему так вообще произошло, что мы подобрали команду из Китая ребят, которые сейчас живут в Европе, и как вы вообще взаимодействуете с ними? Это прям очень интересно, я думаю, всем будет услышать. Как все происходило? У меня была своя команда, СНГ Stack полностью. Мы начали играть, показывать хорошие результаты на СНГ арене, потому что конкуренции не было. Там у нас 3 игрока были с ПК Лола, в том числе я, и 2 мы еще просто сильных игроков с собой взяли. Вот. Соответственно, конкуренции у нас просто не было, мы всех разрывали без шансов. Просто даже играть не было интересно. И после этого я решил написать во все организации, не во все, а во многие, о том, что вот мы такая-то команда, там, ТП, короче, и так далее. Вот. И единственное, кто нам ответили все, но все сказали, что мы не планируем заходить в эту дисциплину, и только Нави сказали, вот Алексей со мной связался, я на самом деле вначале не поверил, что со мной Алексей связался, и что со мной вообще Нави ответили, но тем не менее ответили, и мы начали, в общем, переговоры. Вот. И одним из условий было показать нам результат, как мы будем играть непосредственно на Европе, то есть с европейскими командами, сможем ли мы конкурировать. Вот. Мы зарегали, соответственно, на самый крупный турнир, который был, это СНГ Winter Cup от организации SNG Team Singularity. Вот. И мы заняли там, мы в топ-8 прошли, но с огромными проблемами. В общем, это не тот результат, который мы должны были показать, и не тот результат, который устраивал бы Нави. Вот. И, соответственно, я предложил тогда Алексею, давай мы... Вот есть 3
топ-организации сейчас, не топ-организации, 3 топ-команды, которые играют. Это были Nova, Team Ghost и Tribe. И я по всем 3 сказал, что все 3 сильные, но если мы говорим о команде на будущую перспективу и, в принципе, у нас цель только одна, то есть это быть чемпионами мира по Wild Rift в 2021 году и выиграть, в принципе, все турниры, которые только возможно выиграть, да, забрать все трофеи в 2021 году. Это я потом объясню, почему это такая цель. Естественно, я сказал, что мы должны подписать Team Ghost. Это 5 ребят, которые родились в Китае, но все живут в Европе больше 10 лет, то есть, по сути, они европейцы. Вот. Причина того, почему именно их, потому что, поскольку у меня огромный опыт по наблюдению за компетитив ценами, я сразу сказал, что макроигра каждого игрока, она просто на высочайшем уровне. Никто из команд в Европе, даже в принципе, я смотрю, потому что происходит в Азии, не сравнится по игре с этими ребятами. Эти ребята просто на совершенно другом уровне по отношению к любой другой организации, которая сейчас команды и организации в Европе. Поэтому, естественно, мне как тренеру хотелось бы работать с такими профессионалами, потому что мне мало чего нужно будет в них менять и указывать там, на их ошибки и так далее. В общем, это очень просто для меня работать с ними. Именно по этой причине Team Ghost. У нас сегодня полуфинал, мы его планируем выиграть, и потом у нас финал будет на ProG. Да, меня устраивает вообще, в принципе, все. Мы, естественно, и один момент такой по поводу Майхэма. Это, наверное, самый основной турнир сейчас, который у нас проходит. Мы очень плохо его начали. У нас был ряд проблем. И мы первые 2 игры проиграли там со счетом 1-2. Мы забрали минимум очков. То, что, минимум работы, в общем, было выполнено. И вот эти 2 матча мы очень плотно начали работать с ребятами, то есть мы сели все в Discord, собрались полностью всем составом, и я им объяснял, почему у нас там эти проблемы произошли и так далее. Самое крутое для меня, что произошло, это то, что ребята все меня услышали и начали делать то, что я им говорю. И с тех пор мы не проиграли еще ни одной игры. Ну и мы не планируем проигрывать на самом-то деле. На почве того, что они все из Китая. У них, насколько я знаю, не у всех идеальный английский. У вас есть какие-то проблемы вот с коммуникацией? Вот ты говоришь, что вы созваниваетесь. Все четко понимают задачи тобой поставленные? Расскажи, как вообще это все происходит? А наша коммуникация, какие у нас здесь проблемы? Это следующее. У нас все понимают английский язык, все игроки. Но говорить на английском языке могут не все, потому что это, в принципе, тяжело. В общем, в английском это так. То есть понять-то не особо сложно кого-то, да? Но кому-то изложить те мысли, которые он хочет, немного тяжело. Поэтому мы в основном контактируем с Гостом, это капитан команды. Гост знает хорошо английский язык, он на нем говорит и понимает все абсолютно. Плюс у нас еще есть в команде неофициально, она еще не в Нави, девочка, которая тоже знает английский язык, ее Енина зовут, она девушка Ская, это нашего мидлейнера. Она мне очень во многом помогает с переводом. То есть у нас следующим образом работа происходит. Когда у нас есть какие-то ошибки, я их разбираю, пишу текстом полностью на английском языке, Енина его дублирует на китайском языке, чтобы у игроков полностью все было понимание, и после этого мы все заходим в Voice, и я рассказываю уже и показываю прямо через Discord на все ошибки и указываю. А параллельно еще Ghost, если я его прошу, то он также это все переводит на китайский язык. Игрока. Такой основательный подход у вас. А скажи, вот часто вы вообще созваниваетесь, обсуждаете игры, как они проходят? С Гостом мы каждый день общаемся. Это естественно, потому что он капитан команды, я доношу до него всю информацию по поводу наших оппонентов, чем они будут играть против нас, что они забанят, вокруг чего мы должны играть и что мы будем банить и так далее. Естественно, я это все дублирую также к всей команде, чтобы они все это видели. Соответственно, с Гостом мы контактируем каждый день.
с остальной командой мы там тоже каждый день контактируем, но именно в 8 мы собираемся только тогда, когда мы допускаем какие-то прям жесткие ошибки, когда мне это не нравится, я всех собираю в 8 и объясняю. Смотри, тебя подписали, это вообще довольно необычно, сразу и тренером, и менеджером. Скажи, сложно вот сочетать в себе, как бы выполнять обязанности на 2 ролях, получается? И какие вообще твои основные задачи вот сейчас на этом этапе? Да, на самом деле, поскольку Wild Rift только зарождается, то роль менеджера это не особо тяжело выполнять. Ну, какие у меня задачи в качестве роли, в качестве менеджера? Это, естественно, искать нам полностью скримы, это регистрировать нас на все турниры, которые есть, полностью все поддерживать, ну и всю ту работу, которую мне дает Нави, я также делаю. Короче, это мало. На самом деле, это вообще не проблема менеджера Ну, на это данный пока момент что. являться. Да, 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 это я пока думаю, что. в будущем. Да, но я сейчас основной работу исполняю, естественно, в качестве тренера. То есть у меня рабочий день происходит так, что я встаю там в 11 часов утра, у нас начинается, по-моему, азиатская лига как раз в 11. Я захожу, смотрю игры, что на азиатском сейчас в Wild Rift происходит, что-то перенимаю. В общем, я смотрю это как тренер, чтобы понимать, что можно взять оттуда к нам. Вот. После этого я смотрю игры наших конкурентов, с которыми мы будем играть сегодня. Полностью делаю анализ, все это дело передаю госту. Мы с ним эти моменты обсуждаем, и все это дублируется на команду. И после этого у меня команда с полным пониманием играет против команды, которая, против наших конкурентов там, на сегодняшний день, например, да, и то есть у нас вообще, в принципе, никаких проблем не может быть. Поэтому основная работа у меня происходит вокруг именно тренерства. По менеджерству не особо много работы. А вот как тренер, скажи, если такое вообще можно озвучивать, над чем в команде сейчас стоит работать наиболее усердно, и какой у вас вообще курс на будущее? У нас есть одна проблема, которая есть у всех других европейских топовых команд, как у СНГ и у Новы. У меня команда, вот то, с чем я сейчас борюсь, она дизреспектит жестко команды, которые им проигрывают. Дизреспект заключается в том, что они очевидно и сразу понимают, что они сильнее в 10 раз, и начинают отыгрывать не так, как я их прошу. То есть они начинают максимально агрессировать и допускать там ошибки. Например, мы вчера там сыграли, мы вчера выиграли, сыграли, но мы сделали такую ошибку, мы там на левел 3 задавили команду. То, чего нельзя было делать, очевидно. Но это только исключительно из-за того, что ребята себя слишком в хорошей форме чувствуют, и тем самым это у них... Ну, они, возможно, об этом не подозревают, да, но я им всегда говорю, они мне говорят всегда, что мы не дизреспектим. Просто так получилось. Вот, но именно вот этот момент, который я сейчас хочу пофиксить, это единственная у нас проблема есть, с которой я борюсь на данный момент, чтобы мы перестали... То есть у нас должна быть следующий подход. Мы просто подходим к игре, выигрываем ее 2-0, и мы свободны. Все. Четко, понятно, чисто. Чистая игра. Но у нас сейчас пока что это не получается сделать. То есть ты по факту еще третью роль психолога на себя взял в команде? Ну, по факту, да. Конечно, я мотивирую ребят, и, конечно, когда мы там проигрывали, они расстраивались, и я им рассказывал, что... Потому что ребята еще молодые, на компетитив сцене они, естественно, не выступали еще, и я им рассказываю, что если мы проиграем сейчас, то это не значит, что мы проиграем чемпионат мира. Ребят, лучше проиграть конкретно сейчас, чем мы проиграем финал, потому что у нас будут ошибки, мы их разберем, и на следующем матче мы уже соберемся с совершенно другой командой. А расскажи о ребятах вообще. Они, вот ты говоришь, они молодые. До этого они не играли в другие игры, то есть они сразу начали с Wild Rift свою киберспортивную карьеру, правильно? Они играли в другие игры, но на competitive сцене, то есть на турнирах они не участвовали. Соответственно, да, их первый опыт — это Wild Rift и команда Na'Vi. А есть какие-то вот такие моменты, что они, например, нервничают за счет того, что это их первые турниры, игры? Нет такого, да? Нет вообще. Возможно, на ланах такое будет, но то есть я это пофикшу, это не проблема. Но на турнирах нет, они сейчас себя чувствуют сверхуверенно.
по их играм это, в принципе, видно. Да и, в принципе, даже те комментаторы, которые комментируют нас, они просто видят, как мы играем, и когда мы проигрываем, они всегда говорят о том, что то, что Нави сейчас проигрывает, это не факт, что они сейчас вообще проиграют эту игру, конкретно ту, которую мы играем. То есть ребята очень-очень сильно в себе уверены. Это очень похвально, классно. Мы верим в них. А вот скажи насчет тебя, интересно узнать. Ты раньше был выступал в роли игрока, сейчас ты выступаешь в роли менеджера, и вот не хочется ли тебе ворваться, там, играть вместе с ними? Не скучаешь за этим опытом? На компетитив нет, меня сейчас не особо тянет, если честно. На компетитив сцену, потому что есть команды, которые жестко играют. У меня там была возможность, например, заменить одного игрока, когда у нас там возникла одна проблема. И мы просто FF-нули матч, потому что сдались, потому что у нас там возникла проблема, игрок не мог просто зайти. У меня была возможность, но я не стал играть, потому что я считаю, что ребята должны играть впятером, без меня или без кого-то, либо еще, потому что я хочу удержать тот стак, который есть сейчас. Они должны все делать совместно, поэтому я им, как игрок, не нужен. Несмотря на то, что я, да, хорошо играю, но мне нету смысла к ним заходить как игроком. Естественно, я каждый день играю в Wild Rift, сам стримлю, и поэтому мне этого, в принципе, хватает. Хотелось бы услышать от тебя несколько слов нашим зрителям, будущим фанатам нашей новой дисциплины Нави по Wild Rift. Фанатам я скажу, чтобы они за нас болели, и болели конкретно за организацию Нави, а не по каким-то другим причинам, потому что если вы фанат, настоящий true фанат, то вы болеете непосредственно за Нави, а не за СНГ состав или там за европейский состав и так далее. Ребят, поскольку я фанат больше, чем 10 лет Нави, я всегда болел именно за Нави. Чтобы побольше было хороших слов в наш адрес, с нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы выиграть абсолютно все турниры, которые возможно только выиграть. Там до 30 числа мы постараемся все 3 турнира выиграть. Это Mayhem, и Purge, и Zenith лигу. Мы постараемся именно топ-1 взять. И со следующих месяцев уже начнутся огромное количество турниров. Мы будем очень рады, если все фанаты Нави будут нас поддерживать, нам будут какие-то хорошие слова писать. И, в принципе, те люди, которые еще не фанаты Нави, если они станут фанаты, очень будет большой респект им от нас. А конкретно нашему составу, что сказать, да, они уже все знают, я им все уже сказал. Есть полное понимание целей на этот год, к которому мы стремимся и идем. Отлично, мы будем ждать от них наилучших результатов, будем следить за вами. Спасибо тебе, Влад, большое за интервью. Друзья, как вы знаете, канал новый, и мы хотим, чтобы вы развивали его вместе с нами. Придумайте, какие оригинальные, новые, интересные для вас форматы видео мы могли бы снимать с игроками онлайн, а за самую креативную идею мы подарим нашу фирменную Джерси Нави.